Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что было, что есть и что будет. Итак, как всегда, настраиваемся на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, что было в вашей жизни. В вашей жизни была любовь, причем очень большая любовь. Была женщина, которую вы безумно любили. Женщина настолько была окружена вашей любовью, заботой, вниманием и лаской. Вы знаете, как будто преклонялись перед ней, как перед божеством. Вы, может быть, даже себе отказывали во многом. Вы скорее ей что-то купите, чем себе, да. То есть вы, преклонялись как могли, да, любовь просто ваша зашкаливала. Так, что еще у вас было в жизни? Очень семейный вы человек, но наступил у вас такой период, как, знаете, как говорят, маленькая смерть. Именно с этой женщиной у вас наступила как маленькая смерть. Это разрыв, да, развод, что угодно. То есть вы переживали очень сильно это. Вы переживали до такой степени, что вам никто и ничто не было нужно. То есть очень и очень непростой период. Да, башня, разрушение любви, разрушение надежд, разрушение всего. Много обмана, хитрости, то есть, очень черная полоса у вас была. Углубляться не будем, да, бередить ваши раны. Давайте-ка посмотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. А сейчас, знаете, вы немного, вы уже воспряли. В вашей жизни, скорее всего, есть люди, которые вас поддерживают, да, это могут быть друзья, родственники, коллеги. То есть люди, которые могут подставить свое надежное плечо, где-то помочь, в чем-то рассказать, поддержать, да, посоветовать, может быть, что-то. Хоть вы и сам, в принципе, довольно умный мужчина, но все равно иногда нам нужна какая-то подсказка, да, поддержка, помощь, потому что одна голова хорошо, а две лучше все-таки, да. И вам уже, знаете, вы начинаете как бы духом воспревать, нет, так не говорят, начинаете, как бы немного забывать это все, да, эти свои проблемы, да, страдания, они уходят. Поддержка, это очень даже немаловажно. И вы начинаете уже мечтать о новой женщине. Вам хочется новую женщину, новые отношения вам хочется. Это уже хорошо. Вы даже, я бы сказала, вы хотите семью четко, вы хотите новую любовь, новую женщину, но у вас еще страхи. Еще вас не покинули страхи. Вы очень боитесь, что снова вас обманут, что вас предадут. Этот страх у вас 100% сидит и очень крепко сидит он у вас. И он вам не дает покоя. Да, личная жизнь у вас застопорилась. У кого есть дети, детям вы, скорее всего, как-то либо же помогаете, либо же стараетесь помогать. Но еще может, знаете, у некоторых проиграться такой момент, что, может, вы и хотите общаться, да, с ребенком, но какие-то сложности есть. Может быть, жена не дает, да, общаться, запрещает. Может быть, она вообще заблокировала там и свой телефон, и ребенка. То есть могут также проигрываться некоторые преграды, что вы бы и хотели помочь, но как-то то ли возможности нету, да. Так, смотрим, что же будет у вас, да, самое интересное смотрим. Вы такой победитель по жизни, знаете, вы все равно, и помощь у вас друзей, приятелей, да, вы такой человек, что вы выйдете победителем из любой ситуации. Как бы вас ни нагинали, да, жизнь как бы не била головой об стол, да, грубо говоря, вы все равно победителем будете. Так было, есть и будет. Вы такой человек, что вы, знаете, как птица Феникс, вы восстанете из пепла. Да, вы отряхнете перышки и полетите дальше. Вы настолько сильный человек, что бы ни было в жизни,
Все равно вы это переживете, проживете. Вы не будете опускаться до, там, я не знаю, алкоголизма и всего такого прочего, да, до каких-то зависимостей, ну, чисто из горя, да. Нет, вы довольно сильный человек, хотя, конечно, даже самому сильному бывает иногда очень и очень плохо. В вашей жизни появится, все равно появится новая женщина, да. Хоть вы будете поначалу очень с недоверием относиться, вот все равно вот эти страхи, вот они есть у вас, да. Вы их прогоните, постепенно прогоните, причем эта женщина вам поможет. Вот она поможет. Она настолько, знаете, вот вы будете считать, вот и сейчас вы считаете, все женщины корыстные. Вот вы думаете, что женщинам только деньги нужны. Нет. Эта женщина, которая появится в вашей жизни, она не охотница за деньгами. У нее деньги есть, она зарабатывает. Она больше, знаете, ну такая, она не будет супер-пупер королевой, да, она вот больше такая домашняя. Вот она и не серая мышка, но она вот домашняя, вот хорошая. Такие женщины, вот они хорошо держат дом, да, вот семейный очаг как-то вот обустраивают. Вот она такая больше, наверное, домоседка, я бы сказала. Вот она не гулёна. Она из таких женщин, которые, знаете, вот любят праздники в тесном семейном кругу, да, вот кто-то любит ходить в гости, там, да, тусить, вот эти все пьянки, гулянки. Нет, эта женщина, она больше такая спокойная, она больше домашняя. Но я вам скажу, наверное, для семейных отношений такая была бы даже лучше. Это даже очень неплохой вариант. Деньги ей ваши не нужны. Так. У вас вообще начнет, знаете, вот жизнь налаживаться. Вот если у кого сейчас какой-то такой апатичный период, да, вот если какие-то проблемы, да, вот с чистого листа новая женщина, совершенно вот верите вы в это, не верите. Женщина, которая привнесет вот в вашу жизнь радость, именно вот радость, да. Потому что в наше время, ну, далеко не все мы радуемся, если так по-честному, да. Уже как-то много чего повидал, да, много чего знаешь. Ну, то есть какие-то вот такие моменты в жизни бывают, что, ну, не радуемся мы так часто, как хотелось бы. Но я думаю, вы согласны? Вот напишите в комментариях, часто ли вы радуетесь вообще по жизни, вот искренне, да? Я уже не говорю про состояние счастья там какого-то, да? Какие-то у каждого проблемы, да? Да вообще сейчас вот непонятно, что творится во всем мире, да? Не будем углубляться в это. Ну, то есть женщина, которая, вот знаете, принесет гармонию в вашу жизнь, радость, покой какой-то. Ведь далеко не с каждой женщиной можно чувствовать себя гармонично и спокойно. Я думаю, вы тоже, в общем-то, ну, на своем опыте это знаете. Можно встречаться с одной женщиной, будут совершенно одни какие-то вот ощущения. Вроде бы ты и влюблен, да, ну, как-то ты относишься по-другому. Не так, допустим, вот как к прежней женщине. То есть к одной мы относимся по одному, к другой по-другому, да, вот, ну, как-то вот что-то неуловимое. Может быть, одну любим больше, да, другую меньше, вот. Как-то с одним человеком мы можем полностью расслабиться, с другим мы не можем это себе позволить, да, вот. Вроде бы такие маленькие звоночки, а на них тоже нужно обращать внимание. Вот если вы можете быть женщиной, вот самим собой, если вы можете ей, ну, вот просто прийти и сказать, вот, да, вот, ну, у меня не получилось то-то и то-то, да, вот на работе проблемы, да, вот деньги закончились, еще что-то. И вы не боитесь сказать это женщине. Она нормально отреагирует, значит, это 100%, это ваша женщина, да, с такой женщиной. Можно, ну, как говорится, и в разведку пойти, да, с ней можно и в радости, и в горе быть. Вот. А когда ты приходишь и говоришь о своих каких-то проблемах, неудачах, да, вот когда тебе плохо, вот ты приходишь с работы, тебе плохо, ты вроде бы пытаешься женщине сказать, да, вот, чтобы тебя просто поддержали. А тебе в ответ начинает, вот я же говорила, да, ты такой сякой, да, неудачник и все такое, да.
и тебе становится еще хуже, да, ну, то есть, ну, какая перспектива с такой женщиной? Ведь любовь все равно, можно убить любовь, ну, можно. Любовь вечная не бывает, ее можно убить, вот именно, знаете, какими-то грязными поступками, ее можно убить словом, действием. Я думаю, вы со мной будете согласны, да, вот напишите в комментариях свои мысли, что вы думаете по этому поводу, можно ли убить любовь, да, вот, хотя у некоторых, конечно, она неубиваемая, да, некоторые до конца жизни, вот как наши, я не знаю, там бабушки, прабабушки, вот после войны даже замуж не выходили, да, вот ждали мужа, вот, ну, это, конечно, наверное, было тогда. Сейчас такого, наверное, уже нет. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!